Здравствуйте, меня зовут Инна. Это канал Speak Easy. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. Сегодня мы начинаем читать новое литературное произведение. Оно называется «Самое холодное место на земле» The coldest place on earth. Это произведение написал Тим Викари. Оно соответствует начальному уровню, а точнее второй ступени начального уровня, то есть elementary. Это повествование о том, как происходило открытие Антарктики. Повествование об одном из самых известных и опасных походов в истории первооткрывателей. Сегодня мы прочитаем первую часть. The coldest place on earth by Tim Vickery, Part 1. Как всегда в первой половине видео мы разберемся с переводом, а во второй половине видео мы послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читать и переводить будем по предложениям. Как только вы видите на экране знак «Стоп», останавливайте видео и читайте выделенное предложение, стараясь понять его содержание. Затем включайте видео и будем читать и переводить вместе. Итак, начинаем. Chapter 1. Two ships. Первая глава. Два корабля. The race began in the summer of 1910. Эта гонка началась летом 1910 года. On June 1st, in London, a black ship, the Terra Nova, went down the River Thames to the sea. 1 июня в Лондоне черный корабль, который назывался Terra Nova, спускался по реке Темза к морю. Thousands of people stood by the river to watch it. Тысячи людей стояли у реки и наблюдали за этим. They were all excited and happy. Они все были радостно взволнованы и счастливы. On the Terra Nova, Captain Robert Falcon Scott smiled quietly. На корабле Terra Nova капитан Роберт Фолкон Скотт тихонько улыбался. It was a very important day for him. Для него это был очень важный день. He was a strong man, not very tall, in the blue clothes of a captain. Он был мужчиной крепкого телосложения, a strong man, крепкого телосложения, не очень высокий, и он был одет в одежду капитана голубого цвета. He was 41 years old. But he had a young face like a boy. Ему был 41 год, но у него было юное лицо, как у мальчишки. His eyes were dark and quiet. Глаза у него были темные и спокойные. One man on the ship, Titus Oates, smiled at Scott. Один человек на корабле, Титус Оутс, улыбнулся Скотту. What an exciting day, Captain, he said. Смысл можно передать таким образом. Какой отличный день, капитан, он сказал. Но здесь нужно иметь в виду, что слово exciting включает в себя более широкое понятие. Это волнительный, радостный, возбужденно ликующий. То есть это понятие намного больше, чем просто отличный. Look at those people. Вы только посмотрите на этих людей. I feel like an important man.
Я чувствую себя как важный человек. Scott laughed. Скотт засмеялся. You are important, Titus, he said. Ты и есть важный человек, Титус, сказал он. And you are going to be famous too. И ты также станешь известен. We all are. Мы все станем известные. Откуда появился такой перевод? В этом предложении присутствует глагол «are». Этот глагол заменяет действие, о котором говорилось в предыдущем предложении. В предыдущем предложении говорилось о том, что человек станет известным. И чтобы избежать повторения, вот эта фраза «станет известным», она заменена глаголом «а», а смысл остается тот же. Мы все станем известны или мы все прославимся. Do you see this flag? Видишь этот флаг? He looked at the big British flag at the back of the ship and smiled at Oates. Он посмотрел на большой британский флаг, который находился в задней части корабля, и улыбнулся Оутсу. Выражение at the back of the ship может еще быть переведено на киле корабля, если речь идет о профессиональной морской лексике. That flag is coming with us, he said. Этот флаг отправляется с нами, сказал он. In the Antarctic, I'm going to carry it under my clothes. В Антарктике я буду нести его под своей одеждой. We are going to be the first men at the South Pole, and that flag is going to be first too. Мы будем первыми людьми на Южном полюсе, и этот флаг тоже будет первым. Давайте теперь послушаем этот отрывок из аудиокниги. Chapter 1. Two Ships. The race began in the summer of 1910. On June 1st, in London, a black ship, the Terra Nova, went down the River Thames to the sea. Thousands of people stood by the river to watch it. They were all excited and happy. On the Terra Nova, Captain Robert Falcon Scott smiled quietly. It was a very important day for him. He was a strong man, not very tall, in the blue clothes of a captain. He was 41 years old, but he had a young face, like a boy. His eyes were dark and quiet. One man on the ship, Titus Oates, smiled at Scott. "What an exciting day, Captain," he said. "Look at those people. I feel like an important man." Scott laughed. "You are important, Titus," he said. "And you're going to be famous too. We all are. Do you see this flag?" He looked at the big British flag at the back of the ship and smiled at Oates. "That flag is coming with us," he said. "In the Antarctic, I'm going to carry it under my clothes. We're going to be the first men at the South Pole, and that flag is going to be first too."
Это видео подошло к концу. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.